Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, вот и появился на горизонте долгожданный пятый патч разлома миров. Среди прочих изменений, увеличение необходимого количества очков в испытании завоевателя. Конечно же, необходимый минимум для всех наград увеличат. Жесткий нерв авалонских боссов, изменение баланса, правки и многое другое. Будет интересно. Всем позитивного времени суток, вы на канале EvilFluff, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем, как всегда, с баланса. Ветка мистических посохов и их загадочный посох получит неожиданный ап. Его ешка, луч защиты, получит увеличение размера области воздействия с 6 до 6,5 метров. Замедление себя уменьшено с 50 до 30%. Луки стали слишком сильны в условиях последних патчей, потому решено их продолжать балансить. Q способность мультивыстрел получит уменьшение урона на 6%. Да, определенно стало лучше, особенно если мы потенциально получаем их 3 штуки в наш фейс. Лук Бадона продолжает лидировать во многих активностях, потому его продолжают балансить. Его способность бушующий шторм. Получил порезку и вновь режут его урон за тик эффекта. Урон за тик был снижен на 10%. Максимальный урон тиков суммарно будет снижен на 9%. Не поймите меня неправильно, баланс нужен, но имея мету, желать корректного баланса весьма странно. Ждем за балансировки лука до его полной неиграбельности. Ветка проклятых посохов и их W способность темная сущность получит неожиданный ап. Мелочь, но приятно. Задержка удара снижена с 0,2 до 0,1 секунды. Время ожидания с 0,4 до 0,2 секунд. Затраты энергии снижены с 16 до 13 единиц. Ветку кинжалов также не обошли стороной, с рядом изменений. Начнем с клыка демона и его способности кровавый ритуал. Урон способности повышен на 8%. У всех кинжалов W способность удар цепью. Решено немного увеличить дальность для последующих прыжков, кроме первого. Дальность первого прыжка осталась 6 метров. Для последующих прыжков расстояние увеличено на 1 метр, с 6 до 7 метров. Способность Теневой край получила корректировку визуальных эффектов для более точного соответствия хитбоксу способности. Ветку морозных посохов также не обошли стороной. Заледенелый посох и его способность Ледяной ад теперь имеет область радиусом 3,5 метра в центре, где применяется дополнительное замедление на 30%. А вот ветка священных посохов получит нехилую порезку. W способность Божественный луч. Начальное исцеление снижено на 17%. Увеличение исцеления на 1 тик. Общее исцеление снижено на 9%. Каменная булава и ее способность Сила природы получила реворк и увеличение урона на 10 000%. Звучит здорово, по факту не очень. Урон увеличен с единицы до 100. Больше не провоцирует мобов. Отбрасывание для мобов заменено на подбрасывание на 0,6 секунд. Только мобы, отбрасывание игроков не изменено. Ветка древесных посохов также удостоилась внимания. W способность защита природы больше не применяет прямое исцеление. Вместо этого получает усиление получаемого исцеления с 35 до 40%. W способность омолаживающий бриз получила увеличение количества целей с 10 до 20. Посох бродяги и его W способность в форме зверя прыжок получит иммунитет к контролю, но не к урону во время рывка. Ветка копий и их W способность лес копий получила уменьшение времени восстановления на 3 секунды с 15 до 12 секунд. Вся латная броня и их способность насмешка получит улучшение эффективности срабатывания, задержка удара с 0,4 до 0,2 секунд, время ожидания с 0,4 до 0,2 секунд. Недавнее снижение урона стало хорошим первым шагом, но пользователи ботинок убийцы по-прежнему слишком живучи для многих билдов. Их большая дальность позволяет создавать новые билды, которые иначе были бы не жизнеспособны. Но стабильность и надежность смертельного разреза оказалась слишком высокой для многих других билдов, вытеснив их из меты. Смертельный разрез. Скорость рывка уменьшена с 34 до 30. Перезарядка увеличена на 2 секунды с 12 до 14 секунд. Из боевых маунтов боевой мамонт получит нерв, ибо слишком он будет на поле боя. Способность вперед. Могу неправильно перевести название способностей, не гонял на нем, если честно. Увеличение урона по игрокам уменьшено с 20 до 15%. Способность высокий командный урон. Увеличение урона по игрокам. Баф уменьшен с 40 до 30%. Эффект отбрасывания от земляного удара был изменен на подбрасывание вверх, чтобы игроки за боевого мамонта могли играть с более агрессивной позицией и создавать возможность для своих товарищей по команде. Отбрасывание заменено на подбрасывание вверх на 1,2 секунды. Не могу сказать что и как, не играл на нем ни разу.
И теперь давайте перейдем к основной теме ролика – порезке авалонских боссов, увеличению очков и прочим изменениям. Изменения в испытании завоевателя. Теперь можно продвигаться в испытании завоевателя между сезонами гильдий. Любая сила, заработанная в межсезонье, будет учитываться в испытании завоевателя в последующем сезоне. Не знаю, как для вас, но для меня звучит уже бредово. Зачем тогда вообще нужно разделение на сезоны и межсезонье для соло-игроков, малых групп и ги? Кроме того, были скорректированы требования к силе для получения нескольких сезонных наград. 8% бонус к славе изменен из 175 тысяч до 200 тысяч. Средний сундук теперь мы получим не на 225 тысячах, а на 300 тысячах. Золотой комплект аватара «Наследие» с 300 тысяч до 450 тысяч. 10% бонус к славе мы получим не на 450 тысячах, а на 700 тысячах. Кристальный комплект аватара перешагнул с 680 тысяч на 1 миллион. И большой сундук финальный мы будем получать не на миллионе, а на 1 500 000 000. Изменения боссов Авалона. Да здравствует казуальность! На основе отзывов сообщества были внесены некоторые изменения в боссов Авалона, чтобы привести их в большее соответствие с ожиданиями от этих мобов, в то время как более существенные корректировки были внесены в наиболее проблемных для данной активности боссов. Кристальный Василиск Авалона. Здоровье уменьшено на 35%. Урон от автоатаки уменьшен на 26%. Снижение урона от перегрузки у кристаллического Василиска уменьшено вдвое. Очищающий огонь больше не применяет эффект священного огня. Архимаг с Авалона. Здоровье снижено на 29%. Урон от шаров и лазеров снижен на 15%. Фазы действия шаров отложены с 60% от максимального здоровья до 40%. Дополнительная торнадо теперь будет создаваться при 60 и 20% здоровья, ранее 66 и 33%. Все остальные боссы Авалона. Здоровье снижено на 20%. Физическая броня снижена в соответствии с сопротивлением магии. В результате этого изменение урона от оружия, наносящего физический урон, увеличится. Добро пожаловать в казуальность, братишки и сестренки. Для грядущих походов на драконов достаточно будет палки 3-го тира, ушанки и дедовских треников. Теперь ждем еще большей порезки лута в авалонских данжах. Также разрабы не оставляют попыток как-то оживить все города в войне фракций и сделать играбельную среду за каждый из городов. Нас ожидает новая печенька. Изменения в фракционных войнах. Максимальный бонус заступления во фракцию увеличен со 150 до 200%. Штрафы за переход во фракцию с более высоким бонусом за вступление существенно уменьшены. Максимальный рейтинг фракций, который можно сохранить после перехода, увеличен с 240 тысяч до 1 миллиона. Количество рейтинга фракций, теряемого при смене фракций, уменьшено. Эти штрафы зависят от силы фракции, в которую переходят игроки. При этом штрафы ниже для более слабых фракций. Из прочего, площадь, в пределах которой игроки могут получать награды из сундуков крепости, была расширена, чтобы охватить игроков, защищающих стены крепости. Смертельные боевые знамена фракций теперь можно переносить между зонами повышенной опасности, по туннелям. И теперь поговорим об исправлениях. Исправление заклинаний «Ярость», «Броня солдата» исправлена ошибка, из-за которой описание было некорректным на некоторых языках. Сила природы, Каменка. Исправлена ошибка, из-за которой в описании указывалась неверная дальность. Кровавая жатва, Адская коса. Исправлена ошибка, из-за которой второй удар мог быть прерван снятием эффектом периодического урона, например, спасательный щит, шлем хранителя. Исправление пользовательского интерфейса. Исправлена ошибка, из-за которой в выпадающем списке интерфейса фракционного транспорта иногда не отображались доступные пункты назначения. Исправлена ошибка, из-за которой многократное открытие и закрытие поиска группы могло привести к сбою интерфейса. Исправлена ошибка, из-за которой после повышения уровня узла доски судьбы опытный следопыт избыток славы не переносился на новый уровень. Исправлена ошибка, из-за которой можно было отмечать карты за пределами текущего региона игрока. Другие исправления. Мобильная версия. Исправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было пропустить вступительный ролик. Различные дополнительные исправления графики, анимации, ландшафта, звука, пользовательского интерфейса и локализации. Лично со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном форуме проекта. Ссылочки на патчи и боевой баланс будут в описании. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. К примеру, как вам порезка авалонских боссов и оказуаливание данного контента? Это сделает его доступнее для многих? Или все, кто туда не ходил,
Как было, так и будет одинаково. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или же нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!